Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы хотим вам рассказать об еще одном способе омоложения антуриума. Об этом способе мы не раз говорили в своих видеороликах. Но вот именно чтобы наглядно показать, у нас как-то не получалось. Не было подходящего растения. Сейчас у нас появился вот этот вот красавец. Это антуриум Jelly Peach. И на его примере мы покажем вам, как правильно использовать этот метод. Кстати, многие участники нашей группы Telegram уже испытали его на своих антуриумах. И впечатлениями, своими успехами они делятся и в группе Telegram, и пишут посты на нашем форуме. Ссылочку на эти посты я оставлю в описании к видео. Итак, приступим. Обратите внимание на наше растение. Растение взрослое. Ствол у него вытянулся. На стволе очень много воздушных корней. Вот корешки. Здесь маленькие. И вот на этой стороне посмотрите, какие здоровые корни. Что можно было сделать в этом случае? Можно было отрезать верхушку. Вот примерно здесь сделать. Верхнюю часть посадить в грунт второго состава. Пенек оставить в этом же горшочке. Со временем пенек дал бы новые листики и получился бы пышный хороший кустик. Верхушка также дала бы корни и получилось бы второе растение. Это все то, что мы делали с антуриум Adios Romance в предыдущем видеоролике. Ссылку на него оставлю в описании к видео. Здесь у нас совсем иной способ будет использоваться. Для этого надо подготовить растение. Нижние листья. Я выбираю вот этих 4 листа. Мы обрезаем. Они нам совершенно ни к чему. И будут только мешать. Обрезаем ближе к стволу. Аккуратненько, чтобы не повредить растение. И последний листик. Остальные листья мы оставим. Уберем чешуйки. Они нам также будут мешать. Аккуратненько. Аккуратно, чтобы опять же не повредить воздушные корни. Убираем. Так. Много листов обрезать не стоит, потому что все-таки они еще будут работать и будут помогать нашему растению. Так. Все, я считаю, достаточно. Далее нам потребуется вот такой пластиковый стаканчик, дно от которого мы обрезали, вот оно дно, и сделали боковой разрез. Этот стаканчик мы будем крепить на ствол растения. Но для того, чтобы верхние листья нам не мешали, можно использовать вот такое приспособление, как у меня, либо что-то другое, что у вас есть под рукой. Так, закрепили. Отлично. Все делаем аккуратненько, обращаем внимание на воздушные корни. Теперь стаканчик. Ставим стаканчик на грунт и заполняем его грунтом второго состава. Вот грунт второго состава, то есть на основе кокосового торфа. Аккуратно опять же все это делается, чтобы не повредить воздушные корни. Заполняем. Мы заполнили стаканчик грунтом, скрепили его обычным скотчем.
Для заполнения этого стаканчика можно использовать как грунт второго состава, так и мокс фагнум, серамис, перлит. Но мы использовали именно грунт второго состава. Почему? Растение будет привыкать к кислотно-щелочному балансу того грунта, в котором в дальнейшем мы планируем его пересадить. То есть при пересадке, а мы это планируем сделать методом перевалки, растение никакого стресса не испытает. Быстро пойдет в рост и начнет хорошо расти. Цветы. Что касается цветов, то обрезать их тоже не стоит, так как на данный момент растение у нас чувствует себя прекрасно. Никакого стресса оно не испытывает. Поэтому цветы можно оставить. Сейчас мы поместим это растение во влажную среду, в хорошее освещение. И что остается? Остается только ждать, смотреть, наблюдать. Хочу еще обратить ваше внимание, грунт должен быть всегда находиться во влажном состоянии. При посадке мы использовали уже влажный субстракт, но на всякий случай его надо опрыскать. И используя этот метод, обязательно следите, чтобы грунт в этом стаканчике всегда находился во влажном состоянии. Еще один момент. Почему именно прозрачный стаканчик? Потому что нам будет удобно через него наблюдать, как будут развиваться корни. И наблюдая за этим, мы уже будем принимать решение, в какой момент стоит все-таки пересадить растение. Итак, наблюдаем, когда появятся новые корешочки. Прошло 2 недели, наше растение нарастило корешки. Пришло время отделять верхушку и пересаживать ее в грунт. Посмотрите, какие здоровые, хорошие корешки нарастил антуриум. Розовенькие, толстенькие, длинненькие. И с этой стороны тоже. Отличные корешки. Готовясь к пересадке, мы заранее приготовили горшок, в который насыпали грунт второго состава. Сейчас мы добавим микоризу. Делаем это заранее. Насыпаем. Готово. Далее скотчем мы скрепляли края стаканчика. Этот скотч теперь надо нам отделить, убрать и аккуратно извлечь растение. Аккуратненько снимаем стаканчик. Даже можно, наверное, сразу его весь не снимать. Смотрим, что у нас здесь есть. Смотрите, один корешок ушел в грунт, молоденький. Сейчас мы его попытаемся чуть-чуть откопать, потому что не хотелось бы его обрезать. Далее надо срезать верхушку и оставить пенек высотой, ну, примерно сантиметр. Пенек нащупали. И теперь будем обрезать. Здесь, посмотрите, тоже молодые корешки. Надо постараться так, чтобы их не повредить. Здесь один из подписчиков прислал мне секатор. Подарок. Спасибо. Я им, конечно, еще не очень хорошо умею пользоваться, но все когда-то надо делать впервые. Наверное, стакан я так вот. Оп. Готово. Как видите, корешки мы не повредили. Все, что были молоденькие корешки, все остались. Аккуратно убираем стаканчик. И вот, чтобы не тормошить земляной ком, также все это опускаем в горшок. Свободное пространство подсыпаем свежим грунтом. Как я и говорила, что садим растения, сажаем вот
На второй горшочек подсыпали. Еще здесь у нас молодой корешочек выглядывает. Все подсыпали. Хорошо проверили. Все отлично. Теперь листовые пластины растения можно обработать биостимулятором. Мы используем HB101. К нему мы уже привыкли. Он хорошо себя зарекомендовал. Прыскали. Растения пересажены. Теперь уделим внимание пеньку. Есть два варианта. Оставить пенек в этом же самом горшочке, в этом же грунте, натянуть сверху либо пленку, либо поставить какую-нибудь прозрачную емкость, сделать тепличку, тепличный эффект создать. Только не забудьте обязательно про дырочки, отверстия в пленке, либо в емкости, которой будете накрывать этот горшочек. И второй вариант – это вытащить пенек из этого грунта и посадить в новый субстрат. Мы выбрали второй вариант. Почему именно второй? Потому что сверху этот грунт присыпан крупной фракцией, а внизу, ниже, обратите внимание, фракция очень мелкая. То есть использовался для просадки все-таки грунт второго состава, но именно кокос, он брался очень мелкой фракцией. Поэтому мы все-таки решили его пересадить. Обратите внимание, какую фракцию использовали мы при посадке и какая фракция в этом горшке. Поэтому, если будете все-таки использовать для посадки грунт второго состава, обязательно обращайте внимание на фракцию кокосового торфа. Итак, вытаскиваем растение из горшка. Горшочек. Ну, так корней здесь, я бы сказала, довольно-таки много, наверное. Но в каком они состоянии находятся, мы сейчас увидим. Ну, в принципе, неплохо. Корней много. Есть и подгнившие участки. Это, скорее всего, и связано с тем, что кокосовый торф был мелкой фракции. Отсюда вот небольшие загнивания есть и пятна на листьях, дефекты. Сейчас мы уберем грунт, покажем, что у нас получилось. Вот обратите внимание, вот такие корни, это уже нездоровые корни, их надо удалять. Видите, они темные. Вспомните, какие корешки нарастила верхушка, розовенькие, толстенькие, хорошие. И какие здесь корни. Ну, все это вот опять же. Вот, подгнившие участки. Все эти гнилые корни дают дефекты на листьях, пятна на листьях. Поэтому убираем старый грунт. Мы обрезали вот такую кучу корней. Часть из них была гнилая, часть здоровая. Почему мы обрезали именно их? Первая причина. Как я сказала, часть корней гнилая. Почему? Потому что при посадке использовался кокосовый торф мелкой фракции. Обратите еще раз внимание. Ну, кокосовый торф, он и будет мелкий. При выборе надо обращать внимание, чтобы на фракцию самого торфа это будет либо кокосовый субстрат, либо кокосовые чипсы. Вот они будут вот такой крупной фракции. Обязательно обращайте внимание на фракцию. И вторая причина, по которой мы срезали эту кучу корней. Листовая масса растения должна соответствовать его корневой системе. А у нас пенек. То есть листьев совершенно нет. И вот такая куча корней этому пеньку не нужна. Поэтому мы оставили корней по минимуму. И теперь будем приступать к пересадке. Кокосовый торф крупной фракции. Микориза на дно.
неизменный наш помощник. Подсыпали. И теперь погружаем сюда наш корешок. Аккуратненько присыпаем грунтом второго состава. Оставляем макушку. Пенек посажен. Дальше надо создать его подходящие условия, то есть парниковый эффект. Опять же, неизменная наша пленка. Сверху на горшочек опускаем лишнее, обрезаем, натягиваем. Опускаем в горшочек. Не забываем про отверстие для вентиляции. Пенек пересажен. Теперь мы его отправим так же, как и нашу верхушку. Создадим хорошее освещение. И растение будет расти, развиваться. То, что у нас получится, мы вам впоследствии покажем, либо напишем на своем форуме. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго.